Дорогие друзья, всем доброй ночи еще раз. Сейчас я хочу этот ролик посвятить больным детям и помощь больному ребенку, который может оказать человек, находящийся рядом, близкий, мать, отец, бабушка, сестра, неважно, родной человек или просто хороший знакомый. В чем состоит помощь ведьмы, да, больному ребенку или вообще больному человеку, потому что эти заговоры можно применить не только детям, можно применить и к себе, можно применить и к старшему поколению, человеку инвалиду или человеку, у которого плохое здоровье, плохое самочувствие, постоянные боли, давление, постоянная неподвижность и прочее, прочее. Вот помощь ведьмы может состоять не пустословии, да, и не в начитанных терминах, поскольку врачи должны заниматься болезнями, ведьмы должны заниматься заговорами и помощью через силы магии человеку больному, то есть усилить. И, естественно, я займусь, наверное, своим непосредственным делом, то есть помогу, объясню, подарю заговоры, которые быстро и эффективно и очень сильно и надолго помогут больному человеку, хотя бы облегчат его страдания, его боль, его вот это состояние. Люди, которые сидят на коляске, то есть люди неподвижные, малоподвижные, люди, которые лежат дома, дети, подростки или это взрослые люди. В любом случае у них с кровообращением проблема, потому что они мало двигаются. Естественно, кровообращение, мышцы, они малоподвижные. И в древние времена заговаривали кровь, чтобы человек не страдал, чтобы его кровообращение не ухудшалось. От этого конечности могут мерзнуть, от этого могут возникнуть очень много проблем всяких, новых болезней, болей и прочее, да. Вот все, что я вам сейчас подарю, это мое, это создано мной, это испробовано мной. Я составила эти заговоры, ритуалы. Сейчас переделала немножко, чтобы простой человек мог этим пользоваться. Видите, мой почерк здесь зачеркнуто, там перечеркнуто, чтобы приблизить к простому человеку, чтобы простой человек мог это совершить. Если у вас дома есть человек малоподвижный, или сидит в коляске, или лежит много, или больные ноги, суставы и прочее, не может двигаться как следует, время от времени проведите ему этот ритуал. Усильте его кровообращение, чтобы его кровообращение временами как бы активизировалось, и тем самым его тело приходило в норму, потому что постоянно вот в таком лежачем состоянии, положении очень тяжело находиться человеку, да, и это не способствует улучшению его здоровья. Даже если он временно лежит, даже если он попал в аварию или получил такую травму, и его нужно переворачивать, ему нужно постоянно массировать ноги, руки, чтобы тело оживлялось, в любом случае, даже в эти моменты можно ему начитать. То есть не обязательно, чтобы он был именно инвалид детства или что-то в этом роде. Начитываем серебром. Или возьмите серебряную ложку, или возьмите серебряную цепочку. Нужно пронести вот по телу, вот каким-то образом, вот так натирая, да, и начитывать. Если после это серебро наденете на этого человека, будет вообще хорошо. Почему? Потому что со временем серебро почернеет. Когда серебро почернеет, значит, есть нужда еще раз провести. Очистите эту цепочку, снова проведите, и снова начитайте на кровообращение. Вообще, человеку малоподвижному лучше раз в 3 дня начитать на кровообращение, тогда он сам себе может начитать, если он уже взрослый человек, и как бы он осознанный, да, уже не ребенок. Он тоже может сам себе начитать, натирая, пронеся по своему телу. Вы можете это сделать, если у вас с кровообращением есть определенные проблемы, и вы не обязательно, чтобы лежали или сидели, но вы мало двигаетесь, у вас кровью
ну, кровь плохо функционирует, с венами проблемы. Пронесите и сделайте это, по ногам пронесите это серебро, потом носите. Через некоторое время очень может быть, что ваши вены начнут как бы меньше опухать. В конце концов, может быть, вот это варикоз даже может исчезнуть. И такие случаи бывали. У всех по-разному, но, по крайней мере, обращение к крови, функция крови восстановится. Итак, проносим вот серебром, да, серебряной цепочкой или другим украшением, или просто серебряной ложкой, я уже объясняла. И читаем. Читаем несколько раз, пока мы не заметим, что лицо краснеет и начинается тепло по телу. Сколько угодно. Это можно 10 раз читать, можно 3 раза читать, можно 2 раза, можно даже 1 раз прочитать. И когда человек чувствует, что у него становится вот такое горячее течение, идет по телу, значит, уже достаточно, значит, уже процесс пошел. Силой серебра, силой заговора я заговариваю кровяную руду в теле твоем. Проснись, краснокровь, руда красная, стекай по закону своему, с головы до печени, с печени до конечностей, оживись, оживись, оживись. Совершай свой круговорот, оживи тело, оживи душу, живи, играй, свой долг исполняй. Вот. Еще раз начитаю, чтобы на всякий случай вы запомнили, да, или записали. Силой серебра, силой заговора я заговариваю кровяную руду в теле твоем. Проснись, краснокровь. Руда телесная, стекай по закону своему. С головы до печени, с печени до конечностей. Оживись, оживись, оживись. Совершай свой круговорот. Оживи тело, оживи душу, живи, играй, свой долг исполняй. Больше ничего говорить не нужно в конце. Следующий момент. Сон. У многих детей со сном проблемы, или капризничают, не хотят спать, или у человека просто какие-то, головные боли начинаются, или у человека давка на голову, или просто не идет сон, и все, вот со сном у него большие проблемы. Взрослый ли это человек или ребенок? Если вы сами себе читаете, вы гладите себя по голове, читайте, начитывайте, вы сами не заметите, как заснете. Если это ребенок, гладите потихоньку по голове любой рукой и читайте, начитывайте столько раз, пока он не заснет. Сонный дух, древний дух, крылатая богиня сна, кружись над ним, целуй, ласкай, а ты, дитя, спи, засыпай. Солнце небо покрывает, а дитятка засыпает. Сонный дух, древний дух, крылатая богиня сна, кружись над ним, целуй, ласкай, а ты, дитя, спи, засыпай. Солнце небо покрывает, а дитятка засыпает. Так, следующий момент – боль. Когда боль начинается и нужно очень быстро помочь человеку, тут уж не до ритуалов, не до свечей, не до прочего всего, да. Значит, вот этим пальцем, как бы это некрасиво не смотрелось, крутите вот против часовой стрелки или, то есть против часовой, да, или по часовой. Разницы никакой нету, как вам удобнее крутить. Значит, безымянным пальцем крутить по часовой или против часовой в том месте, где боль. Крутим вот так. Вот, кстати, безымянный палец и кружение вот безымянным пальцем, вот это вообще выражение означает «ты никто». Потому что у пальца нет имени, и ты никто. Потом это стало, конечно, ругательным. Вот крутить вот так вокруг боли и читать, пока боль не пройдет. Опять же, все эти заговоры, они столько раз рассчитаны, на столько раз, да, их нужно читать, сколько нужно для того, чтобы усмирить боль или усмирить то, или снять там. Ну, в общем, снять то, ради чего это читается. Сидит матушка-жаба посреди болота. На камне черном, да квакает, дочку к себе призывает, да приказывает: иди, квакша, скачи, квакша, вокруг имя, прыгай кругами, квакай, переквакай, всю боль собери в мешке, завяжи,
к нам принеси, квакша прискачет, боль с тебя заберет, в болоте боль спрячет, забери боль квакша, в болоте спрячь, нет боли, заклято. Еще раз. Сидит матушка-жаба посреди болота, на камне черном, да квакает, дочку к себе призывает, да приказывает: иди, квакша, скачи, квакша, вокруг имя, прыгай кругами, квакай, переквакай, всю боль собери, в мешке завяжи, к нам принеси, квакша прискачет, боль с тебя заберет, в болоте боль спрячет, забери боль квакша, в болоте спрячь. Нет боли, заклято. Вы сейчас скажете, вот откуда такие слова, да? Квакша, руда красная, там сонный дух, солнце, небо. Я не могу вам объяснить. Я не знаю, откуда это. Но оно мне пришло, я записала, и оно помогает. Еще раз говорю, что определенные силы через ведьм передают те слова, которые им приятны и которыми нужно к ним обращаться, и на них они будут реагировать. Вот мне дали эти слова, на них они реагируют, потому что они сами мне дали эти слова и выражения, и заговоры. И я их записала, я их применяю, и оно очень хорошо работает. Вот и все. Откуда, чего, не могу знать. Есть люди, у которых астма, есть люди, которые задыхаются, есть люди, у которых бывают иногда обмороки, да. Тут действительно не до особых ритуалов, свечей и прочего. Над человеком проносите рукой над головой и говорите, читайте столько раз, пока он не начнет дышать. Ну, естественно, нужно вызывать скорую, если острый случай, нужно кричать на помощь, но в то же время можете быстро прочитать, оно откроет дыхание. Или человек задыхается, просто не острый, скажем так, да, состояние. В любом случае хотите открыть ему дыхание. Или человек сильно простыл, тяжело дышит, можете открыть ему дыхание. Итак, вот так вот рукой проносим над головой и читаем. Как вулкан дышит воздухом из недр земных, так вулканом прорвись дыхание и оживи тело. Имя говорим. Открой пути воздуха, тело дыши, оживляйся, да будет так. Еще раз. Как вулкан дышит воздухом из недр земных, так вулканом прорвись дыхание и оживи тело. Говорите имя. Открой пути воздуха, тело дыши и оживись. Да будет так. Это быстро открыть дыхание человеку, если человеку плохо. Давление. Нормализовать давление, начитать этот заговор очень быстро поможет урегулировать. Извиняюсь, я устал. Значит, держим руку человека, либо вы сами держите за пульс и читайте до тех пор, пока не почувствуете облегчение, пока не станет хорошо. Сила крови не дави, сила крови не шатай, не тряси, не мучай, лихорадка дева, трясовица ее сестра, изыди из тела, кровь не шатай, сила тела мне помогай, давка уйди, тело к жизни приди, заклинаю. Еще раз. Сила крови не дави, сила крови не шатай, не тряси, не мучай, лихорадка дева, трясовица ее сестра, изыди из тела, кровь не шатай, сила тела мне помогай, давка уйди, тело к жизни приди, заклинаю. Нормализуется давление, пробовала сама на себе, у меня то так, то сяк, по-разному бывает. Если ребенок, либо человек немножко имеет проблемы с умственными способностями, да, чтобы он не потерялся, чтобы он вдруг куда-то не вляпался, куда-то не ушел по той дороге. Нити, которые связываем мы мысленно способом заклинаний, они сильнее, чем реальные нити и связи. Я вас уверяю, потому что эти нити, которые мы плетем и связываем заговорами, они сильнее уз и сильнее связей, которые видны. Вот это нити мы видим, да, что это нить там из серебра. Однако нить, которую мы визуализируем в голове, которую мы привязываем с заговором, с заклинанием, оно намного сильнее. Поэтому вот эти невидимые нити могут помочь
вам найти или ребенка, или близкого человека, и вернуть домой любого человека, который куда-то забрел, он в любом случае куда бы ни шел, эти силы его поведут и вернут обратно, потому что вы начитали заговор. Берем булавку. Сейчас себя сниму, я забыла там взять. Итак, вот булавку берете. Вот она показывает. Ой, это что ж такое? Да, вот она. В общем, булавку, да? Булавкой вот так вот проносите по рубашке, читаете это 3 раза, потом закрываете булавку, может наизнанку там закрыть, где его одежда, можете прям на нем, на рубашке, где хотите, на одежде его закрепите булавку, закройте и все. Куда бы он ни шел, его, ну не эта булавка вернет, а заговор, которым закрепили. Вот. Итак, натираем. Я просто не буду сует читать, нельзя просто так заговор читать. Знаете, иногда мне хочется делать какие-то заговоры, заклинания, там спасение огня от огня и прочее. Есть они у меня, они очень сильные, это, скажем, для людей там работающих, да. Но иногда страшно, если я без причины это сделаю в воздухе, да, не призову ли я эту силу потом. Представляете, у меня столько лет опыта занятий магией, и я опасаюсь и переживаю, вдруг я просто так скажу эти заговоры, и вместо помощи я поверну эту силу к себе, если я, ну то есть без причин заговариваю, в воздухе буду заговаривать, а мне нужно человека заговаривать, правильно? И представьте, как люди неразумны, что они думают, что любой заговор, заклинание, ритуал могут взять и сделать, и все нормально. И привлекать на свою сторону нехорошие силы, тем более, что они не профессионалы. Итак, чтобы не потерять человека. Ну, мало ли, куда-то летите, мало куда-то идете, да? И есть человек, у которого с умственными способностями проблемы, чтобы он никуда не потерялся. Начитали на булавку, вот так провели, 3 раза начитали над ним, потом закрепили эту булавку на нем, и можете спокойно ехать куда хотите или идти, потому что он никуда не денется. Его эти силы все равно по нити, по кругу вернут обратно к вам. Заговор мой сильный, воля велика, куда бы ни шел ты, кому бы ни шел ты, а вернись домой. Сила к силе, кровь к крови, невидимой нитью к себе привязываю, отовсюду живым, здоровым, ненавредимым ко мне возвращаю, заклято. Еще раз. Заговор мой сильный, воля велика, куда бы ни шел ты, кому бы ни шел ты, а вернись домой. Сила к силе, кровь к крови, невидимой нитью к себе привязываю, отовсюду живым, здоровым, ненавредимым к себе возвращаю, заклято. Поможет и очень сильно. И последнее, что я хочу вам подарить от страха. Когда ребенок что-то увидел, даже взрослый человек, боится то ли темноты, то ли каких-то голосов, то ли у него в голове что-то, то ли он что-то там видит. Может быть, он боится один остаться, может, у него паника, страх, панические атаки, внутренние какие-то тревоги. Даже вы боитесь. Берете веник или вот такую вот метелку. Вот я взяла свою метлу колдовскую. Значит, становитесь вы сами, если вы себе делаете, метите себе по ногам вниз и кружитесь вокруг своей оси. Опять нужно смести вниз по ногам сверху, вниз с колен до пяток туда, да, и говорить этот заговор 7 раз. Если вы делаете другому человеку, точно так же по кругу ходите вокруг него, сметайте с колен до пяток и говорите этот заговор 7 раз. Весь страх исчезнет. Итак. Вот так. Кругами хожу, веником сметаю, силой заклинаю, страх убираю, ветром отдаю, миру раздаю, уйди, страх, уйди навеки от моего сильного слова. Аминь. Кругами хожу, веником сметаю, силой заклинаю, страх убираю, ветром отдаю, миру раздаю, уйди, страх, уйди навеки от моего сильного слова. Аминь. Еще раз. Кругами хожу, веником сметаю, силой заклинаю, страх убираю, ветром отдаю, миру раздаю, уйди, страх, уйди навеки от моего сильного слова. Аминь. Ну что я могу вам сказать? Используйте, дорогие друзья. Это
быстро помогающие и очень сильные заговоры, которые, ну, скажем так, уникальны, поскольку они подходят для любого человека в любой ситуации, которую я вам перечислила, да, как для ребенка, так и для взрослого человека, как и для старика, так и для временно больного человека, который попал в какую-то катастрофу или что там случилось. В любом случае, что бы там ни происходило, ну, это все вы можете совершать, делать, и оно вам поможет. Это и есть помощь ведьмы, детям, инвалидам и прочее. Я это все, эту серию продолжу, пока просто я загружаю, чтобы, ну, оно не потерялось в этих роликах, что постепенно вы брали, смотрели. Вообще я вам советую и старые посмотреть, и новые посмотреть. Смотрите, там очень много полезной информации, которая вам нужна. Я уж не говорю о ритуалах удачи, которые на ура работают у многих людей. Для того, чтобы они не сработали, да, это нужно, ну, до такой степени прямо вот, ну, как-то не заслуживать помощь фортуны, чтобы оно не сработало. Ну, в основном срабатывает. Люди, которые не то что верят в это даже можно не верить, просто делать, которые со всей любовью, желанием это делают, у них срабатывает и помогает. И они об этом часто говорят. Мне самой даже было интересно. Вот эти ритуалы, эти заговоры, которые могут показаться там, может быть, маленькими, простенькими, но они могут спасти жизнь в нужную минуту. И они тоже срабатывают. Вообще все мои заговоры, ритуалы, дорогие ребята, возьмите, записывайте. Пусть они у вас будут. Когда-нибудь я издам сборник всего этого, но зато у вас будет бесплатная книга. И вам не придется ее покупать в книжном магазине. Я, конечно, никому отправлять эти книги не собираюсь, но если я издам, естественно, что вы их найдете, да, в интернет-магазинах. Почему я тяну с изданием, объясню. Я сначала хочу подарить, только тогда начать издавать. Вот вначале мне надо вам подарить это все, понимаете? Чтобы потом у вас не было нужды охотиться за моей книгой. Я же вам не собираюсь там вот половину сейчас, а половину найдете в моей книге там потом. Нет, берите сейчас, пока я вам дарю, чтобы это у вас было просто так. Я на самом деле вообще по жизни люблю дарить больше, чем брать. Это мое любимое дело. Не знаю почему. Мне нравится видеть счастливые лица. Неважно, что я дарю, драгоценность дарю или заговор дарю. Это такая же драгоценность для вас, которая, понимаете, можно все что угодно, где угодно переписать, что-то кому-то подарить, но не в этом суть. Суть в том, чтобы они работали. Понимаете, не примитивно какую-то хрень, а рабочую вещь, которая, ну, сразу же дает результаты. Вот вам уникальная возможность. Берите, записывайте, применяйте. Я думаю, что для себя вы можете тоже применить, потому что мы все, к сожалению, не совсем прям блещем здоровьем, особенно в наше время. Так что удачи вам и всех благ.